Ну что, я в самом центре Хиросимы, рядом с мостом Айой. На самом деле именно этот мост в 1945 году являлся мишенью той самой печально известной бомбардировки Хиросимы. Но из-за бокового ветра американцы немножко промахнулись, и бомба взорвалась вот где-то там, в 250-300 метрах отсюда, на высоте 580 метров. Напомню, что при бомбардировке Хиросимы погибло что-то, по-моему, около 150 тысяч мирных жителей. Одна бомба и 150 тысяч погибших. Это примерно больше трети населения города на тот момент. В общем, собираюсь побродить, пройти в центр крепости, историческому центру города. Ну и, конечно, заглянуть в мемориальный парк мира, он называется так. Именно на месте бомбардировки, которая случилась 6 августа 1945 года. Я пошел к замку по набережной. Меня привлекла сакура, растущая по берегам. Кстати, в своих путешествиях я часто теряю счет дням недели. Так вот, по отдыхающим на берегу реки я вспомнил про субботу. Плюс шум от стадиона впереди намекал, что там идет какая-то игра. Я был уверен, что это какой-то бейсбольный матч, так как бейсбол у японцев – это один из самых популярных видов спорта. Но чуть позже узнал, что ошибался. Велопарковка просто огонь. Капец она здоровая. А еще и с этой стороны. Baseball game? If they happen to have a ticket for somebody who refunded theirs. Mm-hmm. That's about it. I know the game's sold out, but But it's baseball. Baseball, right? Soccer, football, Soccer? football. Oh. So this baseball. This Okay. one, football. Okay, got it. Thank you. Thank you. Enjoy. You too. Ну вот, оказывается, это футбол, а не бейсбол. Перед стадионом был большой пустырь, на котором, видимо, проводятся развлекательные мероприятия. И через него я вышел на аллею, высаженную сакурой, сразу за которой был ров с водой и крепость с замком. Красивые виды снаружи, конечно. Но интересно заглянуть и внутрь, тем более, что в замке находится исторический музей. Вход в крепость есть с двух сторон. Центральной с южной стороны и восточной, через который я и решил зайти. Потому что был уверен, что тории, через которые сделан восточный вход, те самые, которые по легенде пережили взрыв атомной бомбы. И даже породили мемы на эту тему. В музее я нашел детальную информацию о последствиях взрыва. Оказалось, что средние и парадные врата были разрушены. И, судя по фото, да, на территории крепости снесено было все начисто. Однако есть же архивные фото уцелевшей арки именно в Хиросиме. Как так? Нагуглил, что существовали и третьи тории. И вот они действительно устояли. Но где они? Уже вечером в отеле нашел одну интересную статью с архивными фото. Так вот, самые большие врата храма Гококу действительно уцелели. Но они находились вне крепости, на подходе к храму. Чуть восточнее того места, где сейчас стоит стадион. А уцелели эти тории потому, что оказались ровно под эпицентром взрыва, и ударная волна прошла через них вертикально, вдоль опор. В 1956 году, когда храм Гококу восстанавливали, уцелевшие врата перенесли к запасному входу внутрь крепости.
И если я ничего не перепутал, то все-таки это те самые тории с восточного входа. А сам храм сейчас, похоже, довольно популярное место. И еще к теме бомбардировки Хиросимы. Рядом с крепостью есть два дерева, которые пережили эту бомбардировку. Вот одно из них. Willow. Честно говоря, не помню, как это дерево называется. Не припоминаю. И второе дерево — это эвкалипт. Тоже выжило и до сих пор живет. Ну а здания после бомбардировки, конечно, были все восстановлены. Неповрежденных не осталось. После крепости я пошел дальше гулять по центру Хиросимы. Оживленные улицы, плотная застройка высотками, есть даже променады под крышей с кучей магазинов. В общем, сейчас это типичный крупный город-миллионник, который живет обычной жизнью. Но в центре города есть место, которое служит напоминанием о трагедии. В начале 1950-х был построен мемориальный парк мира, там, где по сути был эпицентр взрыва. Сейчас это довольно большая территория с несколькими знаковыми памятниками и мемориальным музеем мира. Посещение мемориала включено в школьную программу Японии. Кроме того, каждый год японцы приходят сюда 6 августа ровно в 8:15 утра, время, когда атомная бомба разорвалась в городе. В этот момент звучит поминальный колокол, как дань десяткам тысяч погибших. А на монументе «Пламя мира» с 1 августа 1964 года горит свой вечный огонь. По идее создателей парка, этот огонь будет гореть до тех пор, пока все атомное оружие Земли не исчезнет навсегда. Но меня больше всего зацепили руины выставочного центра, которые находятся немного в стороне, на другом берегу реки. Купол Гэмбаку – одно из немногих зданий центра Хиросимы, уцелевших в результате взрыва. После войны здание не стали восстанавливать, но укрепили и оставили как памятник. С 1996 года он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мне эти руины напомнили мельницу Гергарта в Волгограде и ротонду в Воронеже. Такие же эмоционально сильные памятники, наглядно показывающие разрушение войны. И в продолжение темы ассоциаций, в этом парке есть памятник, связанный с нашей культурой. Это памятник Садако Сасаки, 12-летней японской девочке, которая умерла от лучевой болезни спустя 10 лет после трагедии. Она узнала о легенде, что если сложить 1000 бумажных журавликов, то можно загадать желание, которое обязательно исполнится. Садако стала их складывать из любых попадавших в руки кусочков бумаги, но успела сделать лишь 644 журавлика. Ее друзья закончили работу, и Садако была похоронена вместе с 1000 бумажных оригами. В 1965 году в Японии в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы, принял участие поэт Расул Гамзатов. И вот эта история с журавликами, в сочетании с воспоминаниями об умерших и погибших близких Расула, привела в итоге к созданию стихотворения «Журавли», которое после перевода Наума Гребнева, музыки Яна Френкеля и потрясающего исполнения с одного дубля Марка Бернеса стало одной из самых трогательных и сильных песен о войне. Из парка до отеля я пошел обходными путями. Хотел успеть еще прогуляться по городу, пока не начался дождь.
Ну а на следующее утро перед выездом решил дождаться солнца в музее транспорта Нумадзи на окраине Хиросимы. Зашел в музей транспорта в Хиросиме. Здесь все в миниатюрах, но, в общем, интересный стенд. Развитие железнодорожного движения. Начиная от первых паровозов. И пошли-поехали. В общем, очень много локомотивов и составов со всех стран. Больше всего, конечно, американских и японских. Также достаточно много моделек немецких локомотивов. Испанские, швейцарские. В общем, короче, кого только нет. Даже ЮАР есть. Но России, СССР и Китая нету. И, кстати, на тему современного скоростного движения. Вот эти два я видел. Синкансен 500 серии именно что видел, но внутри не ездил. А вот 700 серия — это самая сейчас распространенная Синкансен в Японии. А вот чего я, кстати, не видел, это 2011 года JR East серия 5E Супер Экспресс, вот этот зеленый. Вот их я не видел, но он, получается, самый современный из тех, которые здесь представлены. И, кстати, да, есть, естественно, даже ТГВшки французские, но никаких китайцев нету. А рядом с железнодорожным стендом автомобильный. И здесь тоже машины, начиная от самых-самых первых моделей. И уходим в современность. Ну и, конечно же, отдельно здесь стоит кто? Mazda 787, выигравшая Le Mans. Зал с миниатюрными поездами и машинками и кораблями, конечно, было забавно, но не сильно впечатлило. А вот это вот уже довольно интересный зал. О том, как ребята представляют себе транспорт будущего или настоящего. Ну что, модельки поездов, в общем-то, старые. Короче, музей транспорта в Хиросиме — это больше детская развлекаловка. Здесь можно показать им, что такое транспорт, какой он бывает, как работает и какую роль играет в нашей жизни. Хотя и как способ скоротать время, пока идет дождь, мне он тоже неплохо зашел. Ну и после игрушечных моделек очень даже приятно увидеть реальные интересные машины. Но здесь только Mazda.